Следующие 100 дней я проведу в поисках всех доступных ресурсов Майнкрафта. Огромные пещеры, шахты, монстры, незерит. Впереди вас ждут удивительные приключения по всему подземелью. Десятки часов и один результат. Большое количество всего. День первый. Берем с собой несколько пустых шалкеров, еду, несколько кирок и еще пару вспомогательных инструментов. Предлагаю начать с этой шахты. Большая по размеру, но до конца не изученная. Сейчас начало 1300 дня, и в конце этого видео будет обязательная отметка в 1400 дней. Я немного побегал по шахте и пришел к своему первому редстоуну. Напомните мне после этого видео потренировать паркур. «30 красной пыли с киркой на удачу 3. Так, а вот и золото. И, конечно, тупик. Железо. О, как я это все мог проморгать? По-моему, копать с киркой на шелковое касание как-то выгоднее, что ли. Вот смотрите, тут стоят факелы, и при этом столько ресурсов я не собрал. А еще тут аметистовая желода. И мои первые алмазы за сегодня. Вот это хорошо, сразу троих. День второй. Инвентарь у меня уже полный, именно поэтому я взял шалкеры. Отчего вас тут всех так много? Вроде все можно добывать. И весь день ушел на то, чтобы собрать все ресурсы этой большой пещеры. А уже на третий день я наткнулся на спаунер. И по всей видимости это спаунер пауков. Да, это пауки. Почему алмазы спавнятся так высоко? Еще алмаз. И вы посмотрите на этот каньон. День четвертый. Железо, алмазы, еще алмазы. А вот к этим приходится добираться не самым простым способом. Еще алмазы. И, конечно, вокруг много разных ресурсов. Но все-таки алмазы в приоритете. Вот, кстати, и они. На самом деле, новые пещеры очень насыщены ресурсами. И это вызывает у меня прям радость из детства. Повторюсь, особенно когда я вижу алмазы. В конце этого видео я хочу построить мини-дворец из всех драгоценных блоков. Но говорить об этом еще рано. А сейчас, думаю, я уже могу себе позволить строиться блоками из редстоуна, чтобы добыть железо. День пятый. 4 дня позади, а у меня уже 17 алмазных блоков. Желтый шалкер будет предназначен для самых драгоценных ресурсов, а также разных сокровищ, которые будут найдены по пути добычи. Ресурсов много, и все это надо добыть. Каньон был поделен на две части, и сейчас самое время отправиться во вторую часть. Одна из пещер привела меня к еще одному спаунеру. Я решил полностью выкапывать ресурсы, используя кирку на шелковое касание. Я поднялся по пещере и снова вышел к шахте. Что ж, заманчиво. К этим алмазам обязательно нужно пройти. Похоже на логово паука, а внутри алмаз. Еще алмазы и несколько спаунеров. Рипер что-то под мостом стоит. Это что за узенький проход? И еще один алмазик. Грузовая вагонетка — это хороший груз. Надо забрать. Еще одна вагонеточка. Ломаем спаунер и забираем алмазы. О, я вышел на какую-то пещеру, и в глаза сразу бросаются алмазы. А по этой воде можно без проблем подняться до поверхности. Ах, свет, скоро я вернусь. Так, еще один спаунер зомби. А в сундуках хорошие вещи. 8-й день. После спаунера есть продолжение пещеры, и здесь много разных ресурсов. Ой, собрал я тут монстров. Обалдеть, как часто попадаются алмазы. По этой водичке можно неплохо так подняться и залутать хорошие ресурсы.
целом я все забрал, можно возвращаться. Спасибо, скелет. 9-й день, и я наткнулся на огромную пещеру. Наверное, таких еще будет немало. У меня даже глаза разбегаются, как это все залутать. Небольшая статистика, пока на данный момент вот столько ресурсов. О, еще спаунер. И здесь даже золотые яблоки, вау. Шалкер с сокровищами тоже постепенно пополняется, и это тоже очень хорошо. Я снова вернулся к шахтам, и одна из дорог привела меня к совершенно другой местности. Изучив шахты досконально, хотя полностью сделать, я уверен, это нереально, я вышел к новым пещерам. И то количество ресурсов, которые тут есть, это просто что-то с чем-то. Однако, как я вообще попал в лаву? В воде, кстати, тоже ресурсов немало. И только тут, например, сразу 3 жилы железа. А еще уголь и лазурит. Бродить здесь интересно, познавательно и вообще... Все нормально. Все нормально. Еще лазурит. Несмотря на то, что я пережил небольшой шок, все в порядке. Это нормально. Я не думаю, что я бы разбился, ведь у меня невесомость 4, но это было очень неожиданно. О, угля надо как можно больше. Это буквально топливо для всех будущих и уже добытых ресурсов. Вот так чисто идешь, тут золото, там железо. Красота. Попутно можно подводную пещеру залутать. Если так посмотреть, то первый шалкер уже почти забит. О, а тут у нас что? Здесь еще уголь. На заре 18-й день, и хоть солнце мы не видим, а шалкер уже забит, приключений должно быть очень много. Вы посмотрите, куда я пробрался. Снова очень большая пещера, и сколько же тут ресурсов нас ждут. Золото, редстоун, железо, акселотль. 20-й день, много железа, монстров. И у меня уже неплохо так заполнился новый шалкер. Вот это комбо крипера с ведьмой. Let's go! О, кажется, я вообще вернулся в шахту, в которой я уже был. Но зато тут есть алмазы. Подождите. Я просто пришел оттуда, откуда начал. Дамы и господа, это мой чанг. Я снова дома, и раз уж так вышло, что я оказался поблизости, я думаю, будет неплохо взять еще пару шалкеров, потому что ресурсов становится ну уж очень много. А вообще, я также отправлюсь в Незер, чтобы добыть древние обломки. Но это дней так через 50. 25-й день пролетел быстро. Я пришел на свою базу. Кстати, она построена прямо на спавне. Под ней, по идее, пещеры, которые были в самом начале моего пути. И именно их я сейчас хочу исследовать. Как бы тут пробраться вообще? Вот я не нашел, поэтому пришлось просто прокопать туннель. Зато я вышел прямиком в небольшой каньон, который станет отправной точкой дальнейших путешествий. Хотя нет, он вывел на поверхность. А, подождите, здесь есть не только уголь, но и какое-то продолжение. Аметистовая желуда и целая пещера. Я думаю, стоит начать добывать аметистовые кристаллы. Их предназначение я не знаю и вообще еще никак не использовал, но думаю, они мне пригодятся. Это что за группа? Ай, я выкинул меч. О, вот это прикол. Я впервые нашел изумруд. А здесь можно проплыть и оказаться где-то в подводной пещере. Нет, но это прям вызов. Вы что думаете, скелеты, я вас не перестреляю? Я же лучший лучник этого мира. Я снова оказался в заброшенной шахте, и здесь можно неплохо так залутаться. Вот, например, сундук с вагонеткой, еще и алмаз. Мне иногда кажется, что я хожу кругами, или, быть может, я уже все залутал, и все равно находится что-то новое. Еще один сундук. Тем временем мой шалкер с сокровищами неплохо так забит, а впереди еще 70 дней. А еще второй шалкер со всеми ресурсами практически заполнился. Вообще, я так неплохо научился распознавать, где находится аметистовая желуда. И теперь кристаллы каждый я забираю с собой. Я выделил для этого целый шалкер. Также здесь будут новые сокровища.
Я продолжаю неплохо так лутать ресурсы, но не хочу вас утомлять этими копаниями. Хотел бы я сказать, что дни пролетают незаметно, но это не так. Сейчас 34-й день, и я еще решил немного повыкапывать гравия, одного из самых полезных блоков для строительства. Для него я также выделил отдельно синий шалкер. Также я действительно часто нахожу аметистовую животу и лутаю в ней кристаллы, хотя до сих пор не знаю, как они мне пригодятся. Из важного я начал использовать зеленый шалкер для новых ресурсов, и таким образом у меня уже есть 2 полных. А еще я вряд ли наткнусь на дворец испытаний, потому что конкретно эти области появились до появления самого дворца. Я также ни разу не встречал Deep Dark где-то поблизости, и не думаю, что обнаружу его тут. О, а еще я очень люблю кино в Майнкрафте, когда происходит внезапное сражение с зомби из скелета, и тут прям можно целый микросюжет сделать. Все равно в их битве всегда побеждаю я. Иногда так и хочется отвлечься и привлечь, например, внимание Эндермена. Еще одна живота. И дальше событие совсем необычное. Ребята, этот столб здесь стоит не просто так. О, еще кино. Этот столб носит очень важный характер. Именно здесь, ровно 1137 дней назад, я впервые, только проходя первые пути выживания, трагически был повержен. Это целое знаменательное событие. Я случайно на него наткнулся, но какие флешбеки. О, посмотрите. Тогда это было очень обидно. Продолжая приключения, я снова продолжил выкапывать практически все, что можно. Но знаете, веселиться ведь тоже надо. Обожаю копье, но вблизи это не самое лучшее оружие. Мне удалось найти немало новых пещер. Возможно, старые шахты и, главное, алмазы. И, наверное, одна из самых лучших находок — это вот эта пещера. Просто посмотрите, сколько тут в разных местах расположено алмазов. Я уверен, это не только кладка в 1 или 2 блока. Что и требовалось в целом доказать. Могу ли я сразу попасть к спаунеру? Ой, скелеты упали. Еще одно кино. Ну а к спаунеру я все-таки смог приблизиться. Здесь и железо, и сундук, и скелет, которого надо скинуть. Лут в целом неплохой, но я не знаю, куда это все девать. Ну за хлебушек спасибо. Еще одна аметистовая живода. А нет, я там уже был. Здравствуй, золото драгоценное. А если там еще что-нибудь снизу? По-моему, нет, можем идти. Стоп. Можете себе представить, если бы я сейчас не упал, то я бы их не залутал. Даже слизень заспавнился. Вот это вы удивили. Знаете, мне захотелось взять булаву и немного повеселиться. Еще алмазики. Неужели здесь, возле лавы, нигде нет алмазов? А, все-таки один спрятался тут. Так, маленький зараженный зомби жизни, ты что тут делаешь вообще? Нет, ведьма, ты не посмеешь. Ну, посмела. Я же не один это вижу. Или, по-моему, у меня флешбеки какие-то. Давайте, вы тут еще кино устроите, как в прошлый раз. Ставлю на левого. Нет, он проиграл. Но я все равно выиграл. Снова Ender Pearl, снова кидаем. Вот это я удачно успел. О, золотое яблоко и пластинка. Железо и хлеб. Интересно, какая это по счету аметистовая живода? А еще я начал заполнять новый 4-й шалкер. Наверное, самое сложное — это выкапывать ресурсы с потолка. Это что за сюрприз свалился? Я упал куда-то вниз, и здесь много алмазов. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Еще одна аметистовая живода, и я даже не знаю, это нормально, что они так часто попадаются. Самое время поспать, и наступил 50-й день. Можно с уверенностью отметить, что половина пути пройдена, и даже памятную табличку оставим. Все эти 50 дней я добывал ресурсы, исследуя большие и не только большие пещеры. Но пришла пора начать эксперимент по-новому. 51 день, и сейчас я решил попробовать прокопать туннель длиной хотя бы в 1000 блоков.
Посмотрим, что из этого получится и какие ресурсы вообще попадутся на пути. Я выкопался в какую-то пещеру, где я уже был. Но тут есть много ресурсов, которые я по непонятной для меня причине не выкопал. И я не удержался и начал все добывать. Одна из дорог вывела меня на поверхность. И я оказался ровно посередине между моим домом и спавном. Я продолжил исследование и за это время накопал немало так ресурсов. Оу, я не думал, что под водой крипер так сильно бьет. Также мне удалось немалую часть ресурсов залутать и находясь в воде. Думаю, этот алмазный столб нужно забрать обратно. Наступил 54-й день, я смог вернуться в туннель и продолжить его расширение. Однако, как это ни странно, я быстро выкопался в новую пещеру и снова не удержался, чтобы залутать. И здесь ресурсов было тоже очень много. Скелет, ты прям нарываешься, что ли? Я снова пришел к каким-то шахтам, в которых я уже был, но это не исключает того, что ресурсы здесь есть. Они буквально на каждом шагу. 56-й день, аметистовая жиода стала самым встречающимся объектом. Оу, крипер, не надо так делать. Не прошло и 20 минут, как я наткнулся на новую жиоду. Меня заинтересовала эта заброшенная шахта наверху, и я решил продолжить путь в ней. Что оказалось очень эффективно. Я залутал не только ресурсы, находящиеся возле нее, но и нашел новые пути пещеры, которые станут финальными до определенного момента. Конечно, то количество монстров, которые мне попадаются, это что-то с чем-то, но они позволяют мне немного увеличить опыт. Еще одна вагонетка. Еще одна. А также алмазик. Подождите, там еще одна жиода. Железо. Еще алмазы. Лазурит тоже берем. И по-хорошему сейчас бы выбраться отсюда. Но попутно взять еще железо и алмазов. В целом я нашел неплохой такой подъем. От дома было блоков 500-600. И по пути я встретил такой красивый заброшенный портал. Еще я где-то оставил эндер сундук. Пришлось крафтить новый. Возможно, вас интересует, для чего я вернулся домой. И этому есть простое объяснение. Прямо сейчас я собираюсь выкопать целый чанк. Вы не ослышались. 16 на 16 блоков и более 100 блоков вниз. Это займет очень много времени. Да и к тому же маяка у меня тоже нет. Но в конце я планирую получить следующее. Очень много видов камней. Пустой чанк, то есть на самой низкой высоте останется только бедрок. И главное, я проверю, сколько ресурсов будет в одном чанке. Я пока никакую руду не буду добывать даже с киркой на шелковое касание. И уверяю, это будет прикольно. Для вас это будет всего лишь мгновение, для меня пару часов ручного копания. Чуть позже скажу, сколько всего. Поехали! Итак, всем привет. Я, кажется, закончил копать и сделал это в несколько попыток. Суммарно на это ушло где-то 5 часов. Я даже не знаю, какой сейчас день, но точно уже за 80-й. Думаю, вы это сейчас видите. И вот сколько ресурсов у меня над головой осталось. То есть именно столько всего в одном чанке. Самое, наверное, сложное отсюда выбраться наверх. На это нужно несколько залпов фейерверков. За это время произошло очень много разных эпичных моментов. И, наверное, я хочу вам это показать.
Пока я буду добывать все эти ресурсы, а как это сделать я еще не представляю, потому что они разбросаны на разных уровнях. Но думаю, я справлюсь. Короче, вот нарезка. Я не знаю каким образом, но на то, чтобы добыть всю руду этого чанка, ушло 30 минут. Вот сколько всего в нем было ресурсов. Иметь здесь однозначно лидер. Немалая часть еще осталась за пределами чанка, и их я добуду немного позже. Прикольно, что 2 года назад я уже снимал видео, как мы с Вовой выкопали целый чанк. А тут я просто вставил еще большее по объему видео. Но я не планирую останавливаться. Сейчас я сварю несколько зелий огнестойкости, а именно мне всего понадобится 13 штук, и следующие 100 минут, 5 полных дней я хочу провести в Незере, чтобы добыть древние обломки. Я буду только копать туннель, без кровати и TNT, и посмотрим, какой будет результат. Я также хочу добыть и весь кварц и золотые кусочки. Вас ждет небольшая нарезка, меня ждут 100 минут приключений в мире лавы. Let's go! Я думаю, пора восстановить мои кирки на ферме опыта. 2 из них просто полностью уже почти сломались. Но это и понятно. Почти 2 часа непрерывного копания. 28 древних обломков всего я добыл. И у меня есть еще пару дней в запасе. Сейчас я добуду все, что не добыл в чанке. Подождите. Все это время у меня тут была огромная пещера. Я вижу тут факелы, но и вижу, что много чего еще не было добыто. Одну секундочку, пожалуйста. Короче, я выкопал небольшую комнату, поставил 10 половинных печей, и сейчас начнется самое промышленное дело. Все нужно добыть с киркой на удачу 3 и все, что можно, переплавить. Вот приблизительное количество добытого за все видео. Я поставил часть предметов в этой комнате и принялся добывать. Но это оказался тот еще процесс. Я поставил все переплавляться, но у меня появилась новая идея. Не зря же я выкопал целый чанк. Сейчас на нулевой высоте я сделал небольшой пол из полированного андезита. И дальше планирую все эти ресурсы поставить и выкопать, начиная с алмазов и так выше и выше. Как вы считаете? Это нормально, что только чтобы поставить все предметы, у меня ушло более 45 минут. Те ресурсы за почти 100 дней заняли 27 блоков высоты. Умножаем это на 256. Это в одном чанке столько помещается на одну высоту. И получаем, что мне сейчас нужно выкопать 7000 блоков. И это не все. Периодически мне нужно относить к печам и переплавлять все, что плавится. Я думаю, у меня будет минимум 70 уровень. Поехали! Два часа. Это заняло ровно 2 часа, чтобы все добыть и переплавить. Ну а дальше я построил вот такую комнату. Блин, я же богач сейчас. У меня одних алмазных блоков больше 2 стаков. Кажется, мне нужно было выбирать комнату побольше. Ведь не считая этого, вот сколько у меня лежит всего в шалкерах. Как по мне, эти 100 дней были очень интересными. И они сделали меня очень богатыми. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно смотреть. Более 26 часов съемок, почти 100 гигабайтов памяти и вот такой результат. Вот, кстати, я не соврал, и действительно прошло 100 дней. Всем еще раз спасибо, всего наилучшего, подписывайтесь, если вам понравилось. А у меня все. Смотрите, как прикольно на меня упал слизень и очень тогда меня испугал. Это что сейчас было? Слизень, ты что?